Так, друзья, показываю преимущество одной солнечной панели. В чем ее смысл? Сейчас почистим. И когда она будет, кстати, заряжать аккумулятор, она даже будет немножко греться, что будет помогать таять снегу. Снежок подтает, и она немножко нагреется, и когда будет снег падать, он будет мгновенно таять и стекать. Так, солнышко у нас только встало. Прекрасно-то как. Небо чистое, чистое. В общем, панель на 450 ватт, 15,5 ампер, 56 вольт максимум. Вот еще вторая красавица. Но до нее надо добраться с помощью этой штуки и стремянки. В общем, это у нас 280 ватт, 10,5 ампер, 44-46 вольт. Я уже много роликов снял про эту панель. Если интересно, переходите, смотрите. У меня очень много обзоров на эту солнечную панель. А это 56 вольт выдает, но вообще может и до 58 выйти. Сейчас покажу вам станцию, которая заряжается от нее. И расскажу сейчас, в чем смысл от одной солнечной панели. Так, вот у нас заряд пошел полным ходом. Значит, 2,5 ампера. Но может и больше быть, просто тоже, как видите, дело к концу идет. 14,8 это максимум подается на заряд. И можно будет использовать шаровую энергию. 54,7 вольта. Вот показатели этой штуковины. Что сколько можно подключать. Сам-то я пользуюсь ею уже успешно нет, даже больше. Ну, почти 2 года. Именно вот этой на 40 ампер. А еще себе докупил вторую на 30 ампер. Доверяю даже. Очень. Ничего не рекламирую. Вы можете покупать абсолютно все, что вам по душе. И все, что вас устраивает. Я лишь показываю свой опыт. Итак, здесь нарисовано, куда солнечная панель подключается, куда аккумулятор, куда можно инвертор подключить. Но я инвертор сюда не подключаю. Сейчас вам покажу другую часть этой станции. Использую два автомата, ну, вернее, 4 автомата. 2 на аккумуляторы идут и 2 на солнечную панель. Если отключать хотите, сначала панель выключаете, потом аккумуляторы. Когда хотите включить все, сначала аккумуляторы включайте, потом панель. Не иначе, иначе спалите это устройство. Так, ну вот у меня 2, собственно, аккумулятора. На 60, если быть точным, на 62 ампер-часа 500 пускового тока. Подключены параллельно к друг другу. То есть на 12 вольт, чтобы была мощность. Вот инвертор не чистый синус на 12 вольтовый. А реальных 500 ватт можно на постоянке использовать. Вот его модель. Кулер активный, постоянно охлаждает. То есть вы только включаете, он сразу же охлаждает. Вот, здесь есть защита у него также, он в защиту уходит в случае замыкания. 2 USB входа. Сейчас я покажу вам, что хоть он и не чистый синус, но от него можно мощные аппараты включать. Вот я подключил болгарку, да? Вот провод, чтобы потом не было истории, что ты чешешь. Вот мы включаем сейчас инвертор. Все одним кадром. Оно будет видно, как сейчас вольтаж будет проседать. Сейчас неудобно одной рукой.
Сейчас мы запустим. Хоть это и не чистый синус, но... Не пошла. Но... хоть это не чистый синус, но болгарки можно здесь запускать. 125. Но обычно я не использую здесь такого типа инструмент. В основном использую Wi-Fi, свет, такой вот. Ну, не хочет что-то. Ну, честно говорю, запускалось. Значит, вот таких вот у меня два аккумулятора подключены друг к другу параллельно. И инвертор. Инвертор на аккумуляторе висит. Контроллер подходит вот прямо на аккумулятор второй. И между ними параллельное подключение. Просто именно этот инвертор уходит в защиту. Но у меня такой не один, я уже вам показывал. Сейчас мы попробуем систему чуть-чуть надурить. Значит, мы вот видим, да, он подключен. Я скажу вам так, что сейчас я запущу его. Болгарка у нас в мощность почти 900 Вт. Я диск снимал, думал, что из-за диска. Не из-за диска она не запускалась. Так, вот у нас провод идет. Видим, да? Я вот так сейчас сходу запускаю. Вот она сейчас не работает. Но только сейчас кнопочку вот тут нажму. Пошла. Но так он уходит в защиту. Но это именно... Есть такая же модель у меня. И он в защиту не уходит. Не чистый синус, но, как видите, дело свое дело может сделать. Перфоратор запускается вообще от любого неплохо, там, на 700 Вт. Но рекомендую больше 500 не использовать. И для ревского такого мощного аппарата включения тоже не советую. Ну, как видите, реально. И если вдруг вам вдруг захочется что-то сюда максимально помощнее повесить, это не больше 500 Вт. Но я 350 использую и не более того. Вот. Очень приятно, когда есть шаровая энергия. Я уже на счетчике фиксировал, сколько мне получается за день добыть, сколько окупается. Видео также есть на канале. Переходите, смотрите. Я долго стараюсь ролики не снимать, чтобы вас не утомлять их длительностью. Вот переходите, смотрите, у меня много полезной очень информации. Также спрашивали, то, что он там клацает, так это нормально? Да, ничего в этом страшного нет. Здесь тоже, кстати, есть два USB провода, так же, как и на инверторе. Вернее, два USB входа. Вне зависимости, включен у вас аппарат. Вот он вот так включен, не включен, будет заряд туда идти по-любому на USB 2 входа. И так же самое на инверторе. Ну и аккумулятор, собственно, у вас будет при любых заряжаться, вне зависимости, включен он или выключен. Провода старайтесь сюда использовать 4, а лучше 6. Ну, как рекомендовано производителям. Но не использовать 2,5. Я еще не успел переделать. Когда-то даже 1,5 умудрялся, но он очень грелся. Сразу говорю, этого делать нельзя. Ну, а если интересует, что сколько стоит, что за сколько можно собрать, какие станции, у меня уже на канале есть кучу различных обзоров по поводу вообще вот этих двух панелей. Переходите, смотрите, подписывайтесь, у меня очень много полезной информации. Вот. Также, если вас интересует профессиональная точка зрения, у меня есть бесплатный телеграм-канал, где есть бесплатная абсолютно подписка. Доверяйте, но проверяйте. Там есть ребята, которые могут дать вам бесплатно совет. И вообще мы там все делимся с друг другом опытом, так как все мы в этой теме еще совсем молодые. То есть там нет ребят, которым 10-20 лет этим занимаются, так как эта тема актуальна не так давно стала. Для тех, кому было актуально, это для каких-то миллионеров, но опять же, не лично они этим занимались, чтобы разбираться профессионально в этом всем, а мастера. Вот. Мастеров сейчас найти сложно, но в это нелегкое время мы должны друг другу помогать, подсказывать.
Вот, там есть, собственно говоря, люди, которые могут поделиться с вами опытом и рассказать даже, где что можно подешевле купить и что лучше, эффективней. Потому что моя методика, это лишь только то, что проверил я, она может быть не для всех подходить и быть не самой лучшей методикой. Вот поэтому я лишь показываю то, что я уже проверил. Если вы вдруг купили такое оборудование или собираетесь, то вот вы уже увидели, что да как. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку в телеге, либо здесь лучше в ютубе пишите, я быстрее отвечу на ваши вопросы. Спасибо за просмотр, поставьте этому видео лайк, я старался, подписывайтесь на канал.